Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы с вами готовим домашние конфеты. Это карамельки со вкусом ириса кис-кис. Я думаю, что вы помните вкус этих самых ирисок. Рецепт очень простой, ингредиентов минимум, но конфетки получаются очень вкусные и очень симпатичные. Все мои видео с субтитрами. Если они вам не нужны, либо мешают, вы можете их отключить на своих устройствах. Ну, давайте приступим. На холодную сковороду отправляю 300 грамм сметаны. Следом отправляю 300 грамм сахара. То есть вы поняли, какой объем сметаны, такой же объем сахара. Тихонечко перемешиваю и включаю плиту на небольшой огонь. Смесь медленно должна нагреваться. На самом деле этот процесс не такой быстрый. Он займет примерно полчаса. За это время сметана с сахаром вскипит и постепенно начнет менять цвет и загустевать. Все очень просто, но сковороду без внимания оставлять ни в коем случае нельзя. Нужно постоянно помешивать. Наберемся терпения, и в результате у нас получатся замечательные конфеты. Вот сахар уже практически растворился в сметане. Теперь будем ждать, пока смесь закипит. Сметана закипает. Уже появились пузыри. Надо постоянно помешивать, чтобы не убежала у нас пена. Теперь будем наблюдать, как будет меняться цвет и как будет загустевать смесь. Смотрите, смесь уже густеет. Вот ее видно, что она от донышка отстает. Уже цвет кремовый. Уже мы на середине процесса, можно сказать. Все меньше и меньше жидкости остается в смеси. Она уже становится такая вот кремообразная. Цвет такой перламутровый. Ну и продолжаем варить до тех пор, пока смесь не станет коричневого цвета. Так, сахар начинает плавиться. Видите, коричневые вкрапления появляются. Отлично, значит, осталось уже совсем немножко. И будет все готово. Ну вот, друзья, практически готово. Отключаем огонь на плите и добавляем 30 грамм масла. То есть пропорция очень простая. Быстренько-быстренько вмешиваем. Если у вас 30 грамм сметаны, если у вас 300 грамм сметаны, нужно взять 300 грамм сахара и в 10 раз меньше масла. Если у вас 400 грамм сметаны, то, соответственно, 400 грамм сахара и 40 грамм масла. То есть все очень просто. Такая эластичная масса получается. Так, сейчас еще не все масло вмешалось. Держу на плите, на разогретой конфорке, для того, чтобы не застыла масса. Сейчас мы будем ее выкладывать в формы. Вот у меня силиконовая формочка. Сейчас будем ее заполнять. Раскладываем аккуратно в формочку. Желательно заполнить все фигурки. Потом ножом сверху поравняем. Тороплюсь, чтобы не застыло. Застывает быстро. Все, друзья, теперь ждем, пока у нас все застынет. Конфетки наши застыли. Буду потихонечку вынимать их из формы. Если у вас нет силиконовой формы, ничего страшного. Можно взять любую емкость, силиконовую, стеклянную, металлическую, смазать маслом и тоненьким слоем размазать теплую массу. Дожидаться, пока масса застынет окончательно, не нужно. А еще в теплом виде разрезать ее на кусочки, такие, как вам удобно. Ну, у меня есть формочка. Силиконовые формы смазывать ничем не нужно. Конфеты и так отлично достаются. Вот такие симпатичные конфетки у меня получились.
Эти конфеты абсолютно натуральные. Их можно давать совсем маленьким детям. Да и взрослым попить с ними чайку или кофейку очень приятно. Я всем вам желаю приятного чаепития. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всегда жду и читаю все, что вы мне пишете. Я всем желаю здоровья, счастья. До встречи на моем канале.